Всем добрый день, с вами опять Игорь. Сегодня в третьей части видео «Самое дешевое отопление» мы рассмотрим испаритель. Что такое испаритель и как работает тепловой насос, принцип его действия, для чего он нужен. Испаритель, это все рассказывалось в первой части, там теория, принцип действия теплового насоса, поэтому лучше посмотрите первую часть, потому что многое вам сейчас будет непонятно, если вы ее не видели. Так вот, что такое испаритель? Вот он, собственно, этот испаритель. Это полиэтиленовая труба определенной длины и сечения, в которую просунута медная труба. Собственно, это и есть испаритель. По медной трубе у нас движется фреон, по полиэтиленовой трубе эту медную, омывает вода, двигается вода. Двигаются они противотоком, то есть если фреон поднимается по этой спирали, то вода со скважины опускается. Так лучше противотоком, когда она двигается, лучше теплообмен, теплопередача. Вот, так лучше. Многие ставят на свои теплонасосы, самодельные даже, заводские теплообменники, ПТО так называемые, проточный теплообменник. Но, что я его не купил, он мне не понравился по нескольким причинам. Во-первых, он очень дорогой. Если тут у меня просто медная труба и полиэтиленовая труба, притом еще полиэтиленовая вторичного полиэтилена, она вообще там вышла 2 гривны, что-то 2 с лишним там метр, вот, то, ну и медь там тоже немного дороже, ну дешево он обошелся, этот испаритель, то заводской испаритель, который ставят на заводские тепловые насосы, он намного дороже. Такой же будет по мощности, по теплопередающей мощности, как и мой труба в трубе, трубчатый так называемый. Плюс еще чем он мне не нравится, этот ПТО заводской, тем, что он дорогой и он очень легко засоряется. Там очень тонкие канальчики, по которым двигается вода. Ну и фреон тоже, но фреон он чистый, он его не засорит. А вот вода, если она с большими примесями железа, какими-то солями, окисями, там, песком или еще какая-то муть там будет идти, это все у вас может откладываться в испарителе, в теплообменнике заводском, этом нержавеечном, и засорять эти канальчики. У вас будет со временем уменьшаться проток через него, ухудшаться теплопередача. И промыть его, я не знаю, может его и можно промыть, но, по-моему, это очень большая проблема. Настолько там эти канальчики тоненькие. Вот, это большая будет проблема, да, я так думаю. Еще один недостаток, что эти теплообменники, они делаются с нержавеющей стали, паянные, они очень боятся заморозки. То есть, если у вас по каких-то причинах остановится насос, который перекачивает воду с скважины в скважину, этот теплообменник, у вас фреон его заморозит буквально за несколько секунд. Буквально за несколько секунд. Это тоже в первой части я это рассказывал, почему он замораживает, как это все происходит, принцип действия, смотрите первую часть. Он его заморозит, воду, а так как он стальной, железо его разорвет по местам пайки или в каких-то других местах. И все. И вы ее не поремонтируете, он уже, выбросить. Но стоит он немалых денег. Он уже ремонту не поддастся. Вот. Это такие недостатки. Поэтому я отказался от этих. Это единственный плюс, то что он компактный. Он маленький, его можно поместить в ящик, поэтому заводские тепловые насосы, они используют только такие ПТО, потому что они компактные, их можно поместить в маленький ящичек, и весь тепловой насос будет занимать место, там, как газовый котел, например, то есть мало места. У меня, как видите, он довольно-таки немало места занимает, но он мне не мешает. У меня тут, зато я везде могу подступиться, поремонтировать, посмотреть, что где открутить.
вполне все ремонтабельное. Мне так удобнее, лично мне. Вот. Сейчас покажу вам сблизи испаритель. Вот. Собственно, откуда он начинается, эта часть теплового насоса, и где она заканчивается. Сейчас мы это увидим. Начинается он у нас вот отсюда. О, вот это вот ТРВ называется. Видно, я думаю, да? Вот он, ТРВ. Терморегулирующий вентиль – это граница между зоной высокого давления и низкого, между конденсатором и испарителем. Фреон двигается по вот этой трубке в ТРВ и выходит отсюда. Это он уже, вот как только ТРВ закончился и началась эта трубка, это уже испаритель. Это уже пошел испаритель. Вот, тут она идет, эта трубка. Вот она. Вот. И заходит в этот тройник. Вот тут уже вода. Тут уже вода. Вот она идет уже в полиэтиленовой трубе. Это медная трубка. Вот она пошла вот все. Здесь вот по этим трубам она идет. Медная труба. Вода. Ну, воду мы позже рассмотрим. Вот она поднялась, эта фреоновая трубка, она везде, вот в этой полиэтиленовой трубе идет медная труба с фреоном. И вот здесь она выходит, вот она, не мои пальцы сейчас. Вот здесь вот тоже тройник такой, тут вода заходит. Вот сюда она заходит, там она выходит в том тройнике, а сюда и заходит. Вот тут уже заканчивается испаритель, там еще дальше будет рекуператор, это тоже своего рода докипатель, как бы. Ну, испаритель или докипатель. Ну, испаритель это уже не то. Наверное, докипатель, правильно будет говорить. Вот здесь у нас испаритель закончился. Все. Теперь, это фреоновая была часть. Теперь водяная часть. То, что, собственно, греет наш фреон из очень холодных отрицательных температур, поднимает его до температуры скважинной воды. Это примерно плюс 11. Водяная часть. Вот у нас первая скважина. Ой, вот она, первая скважина. Это скважина, с которой закачивается вода, всасывается. В эту трубу, через эту трубу она уходит во вторую скважину. Скважины у меня за верандой сделаны, это просто трубы тут заведены в веранду. А скважины сделаны на улице, одна примерно от второй 20 метров. Должно быть где-то так, не меньше 20 метров, чтобы не было так называемого короткого замыкания, чтобы вы не брали холодную охлажденную воду, которую сбросили, опять же в свой тепловой насос. Такого нельзя допускать. Плюс еще даже если вы сделали 20 метров, надо учитывать движение подземной воды, потому что вода под землей, она не стоит на месте, она двигается в сторону ближайшей реки. Всегда она будет двигаться в сторону ближайшей реки. Вот. Поэтому надо это учитывать при расположении скважин. Чтобы вы не взяли опять же в свою засасывающую скважину холодную сброшенную воду. Так, вот это мы сделали. Дальше, вот наша вода, она поднялась, тут клапан стоит, вот насос. Собственно, насос вихревого типа, насос, который прокачивает воду. Очень хороший экономичный насосик. Сейчас я вам покажу его характеристики поближе. О, видите, да? Киловатт 0,11. Это 110 ватт. Всего тянет этот насосик. Почему надо стараться, чтобы как можно меньше потреблял электроэнергии ваш насос, который перекачивает скважины в скважину? Потому что это все потребление электроэнергии снижает коэффициент эффективности. Чем больше потребляет это все оборудование, насос, там, мозги, электроника, там еще что-то вы навешаете электрическое, тем меньше у вас коэффициент эффективности. То есть на это надо обратить особое внимание. Этот насос, он предназначен качать скважины, поднимает 8 метров, как обычный насос, к обычной станции насосной. Но вот такой вот он суперэкономичный, он маленький такой. Сейчас я руку на него покладу, чтобы вы поняли, какой он маленький. О, видите? Это настолько маленький насосик. И очень экономичный. Вот, воду он поднял он воду, засосал, вытолкнул сюда. Это у меня закрытый термодатчик, я им меряю
температуру скважинной воды, которая идет. Заходит он в этот тройник вода. Там у нас фреоновая трубка, вот та, что выходит. А вода пошла сюда. Вот она сюда пошла. По вот этой трубе пошла противотоком. Фреон движется в эту сторону, вода движется наоборот, против фреона, в другую сторону. И опускается кольцами. Вот она опустилась в самый низ. Вот, опять наш тройник. Вот это тут полиэтиленовый, это конец воды. Все. Здесь она уже в этой точке. В этой точке тоже стоит закрытый вот этой штукой термодатчик. Вот он фольгой примотанный, клеящийся. Тут температура воды уже на 3 градуса ниже, чем она вышла с насоса. Вот здесь, вот этой точке, вот где термодатчик, на 3 градуса. То есть фреон забрал 3 градуса тепла с воды со скважины. Все, это считается отработанная вода. Вот по этой трубе она двигается дальше. Здесь я сделал краник, ну это чтобы набирать воду, если мне надо. Хотя я этой водой не пользуюсь, она с большим очень содержанием железа, она невкусная такая. Ну, фу, а не вода. Вот даже в бутле она у меня стоит, вот эта вода. Она нехорошая, надо будет сделать видео, как это железо убирать. Есть хороший способ, как убирать железо с воды. Но это отдельное видео. Вот, по этой трубе она идет дальше. Вот этот краник тоже я сделал, чтобы набирать там воду. То надо этот краник перекрыть, а тот открыть. Тогда пойдет вода с того краника. Вот. И пошла вода, все, вниз. Ушла и во вторую скважину. Там она выходит с веранды и отходит от веранды где-то метров 15. И только потом уходит в скважину. Вот, собственно, и весь испаритель. Вот он такой. Недорогой, эффективный, ремонтабельный. Его можно промыть, в случае чего. Там через 2-3 года я могу там открутить. Вот этот вот здесь вот открутить. Вот этот выход. Там налить туда какой-то соды или еще чего-нибудь, чтобы разъело там вот этот налет, который внутри трубы. И промыть его, слить. Чтобы лучше была, так сказать, теплообмен, теплопередача. Вот. Ну вот как бы все, что я хотел сказать про испаритель. Может, что-то не сказал, что-то забыл, то спрашивайте в комментариях. Пишите, что непонятно, может, я что-то упустил. Подписывайтесь на канал. Как бы все. В следующей части мы будем рассматривать конденсатор. Это то, что, собственно, стоит после компрессора и то, что греет, нагревается, куда попадает сжатый фреон. Будем его рассматривать. Ну, на сегодня, наверное, все. Тогда всем пока.